Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем Животики. И сегодня мы с вами приготовим очень вкусный салат. Такой салат идеально подойдет как на праздничный стол, так и просто можно приготовить для гостей или на ужин. Салат готовится просто, быстро, получается очень вкусным. Для приготовления нам понадобится колбаса ветчина или просто ветчина 300 грамм. Также мы возьмем спаржу. У меня спаржа замороженная 400 грамм. Можно использовать свежую спаржу. Также мы возьмем один пучок петрушки, одну баночку консервированной кукурузы и болгарский перец. У меня 1,5 болгарских перца, так как он небольшого размера. Если болгарский перец крупный, достаточно одного. Также я возьму одну салатную луковицу, майонез для смазки салата, небольшое количество черного молотого перца и соль. Приготовление салата я начинаю со спаржи. Ее необходимо немного отварить, поэтому ставим воду кипятиться. И теперь кипяченую воду, как только закипела, я немного подсаливаю и отправляю вариться спаржу. Как только спаржа закипит, варим ее приблизительно 3 минуты. После закипания моя спаржа варилась 3 минуты, отключаю огонь. Даем спарже время остыть, а пока займемся другими ингредиентами. Колбасу я нарезаю соломкой. Нарезаем колбаску тоненько. Вот приблизительно вот такой соломкой я нарезаю. Измельченную колбасу я отправляю в миску, где будем вымешивать весь салат. Нарезаем болгарский перец. Болгарский перец я также нарезаю соломкой. Болгарский перец также отправляю в миску, где будем вымешивать салат. Нарезаем лук. Лук можно нарезать тоненько полукольцами, а можно нарезать четвертинками. Измельченный лук отправляем к болгарскому перцу и колбасе. И теперь измельчаем петрушку. Измельченную петрушку отправляем к остальным ингредиентам. Остывшую спаржу я также отправляю в миску. Добавляю кукурузу, майонез, немного перчу салатик и солю. Солю пока совсем чуть-чуть, так как мы солили спаржу. Колбаска также соленая. Потом будем пробовать на соль и по необходимости добавлять. И теперь хорошенько все вымешиваю. Вот, в принципе, и все, салат готов. Друзья, салатик получается очень вкусный. Я рекомендую вам всем попробовать приготовить. Это быстро, просто. А такой салат смело можно подать на праздничный стол, а также приготовить на ужин. Я желаю вам всего хорошего, друзья, приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. До скорых встреч!